Добрый день, дорогие друзья! Рад снова приветствовать вас на своем канале. Итак, я как Плюшкин нашел у себя вот такие вот кружки фанеры. Это у нас какая-то катушка электрическая была когда-то или что-то. Ну, валяются, надо куда-то их применить. Сегодня я решил сделать из них стол для собаки. Вот эта миска его, наверное, любимая. Она все время у него падает. Мы ее просто на стул ставим. Он у нас высокий. Хлебает, бам, на пол уронил. Все потекло. Классно, красиво. Все радостные, счастливые. И решил сделать что-то такое, чтобы регулировалось и по высоте, и чтобы миска оттуда не выпадала. Поехали, друзья! Так, в нашей фанерине, видите, какой уже проделанный в середине круг. Как же нам сделать? У нас есть остатки нашей фанеры, кружки всякие. Так и поставим. Небольшая несоосность нам тут вообще без разницы. Делаем мы с регулировкой по высоте не потому, что мне это надо. Ну, у меня собака уже вырос, он уже, ну, я надеюсь, он больше не вырастет, потому что ему уже лет дофига. А для того, чтобы, если ваши бобки еще маленькие, вдруг кто-то смотрит, ищет специально с регулировочкой и так далее. Поэтому сделаем именно для вас, друзья.
Друзья, ну вот и готов стол для нашего пса. Я думаю, он мне будет благодарен. Я его обязательно чем-то покрашу. Не сегодня, уже времени. Ну, уже поздно. Иначе он же заляпает по-любому. Штука получилась устойчивая, друзья. Регулируется по высоте. Самый маленький росточек до края миски примерно 15 сантиметров. Самый высокий 50 с копейками сантиметров. Уже для лошадок. И все равно она устойчивая, даже на самом верху. За счет того, что внизу тоже круг. Все, друзья. Всем, кто смотрел, огромное спасибо. Ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь на наш канал. Покеда!